Всем новичкам-ютуберам привет! Я открыл очень честный и важный канал для вас и меня в том числе. Я буду поднимать главные темы по созданию видео для платформы YouTube. Так как я тоже новичок в этом деле, я с вашей помощью буду задавать вопросы и отвечать на них, искать выходы из сложившейся ситуации, и тем самым мы с вами будем помогать друг другу. Несколько месяцев назад я стал интересоваться созданием видео для платформы YouTube. Передо мной стал вопрос, в каком же жанре снимать видео. Сначала думал вести влог, потом снимать короткометражные фильмы, также думал делать нарезки разного рода видеокартинок. Еще была уйма идей на различные темы. И почему, вы меня спросите, я уже полгода не могу стабильно заниматься своим каналом. Знакома тебе такая ситуация, когда ты из кожи вон лезешь, а ничего не получается? Давайте обсудим более подробно несколько проблем, с которыми мы столкнулись, пробуя снимать видео разного жанра. Первая проблема – это идея. Всегда есть что сказать. Существует много интересующих тем, но каждый раз понимаю, что хотелось бы говорить о чем-то кардинально новом, а не повторять уже давно заезженные темы. В итоге выигрывает тот, кто не боится повторяться. Эти люди просто вносят изменения в плане подачи материала. Сделаем мы с вами вывод. Пусть тема, которую ты затронешь, не будет абсолютно новой, но ты выпустишь свое первое видео. Потом уже поймешь, хочешь ли ты продолжать эту тему или же ты будешь делать что-то иное. Главное для тебя это начать. Дальше встает вопрос об оборудовании в целом. Тебе не нравится картинка, звук, монтаж, тогда понимаешь, что надо приобрести камеру, микрофон, обучиться монтажному делу. Но время идет, и ты все больше утопаешь в деталях проблем, в то время как у тебя еще нет ничего. Ты начинаешь задумываться и задаешь себе вопрос: я смогу вообще сделать что-нибудь? В итоге проходит вечность, пока ты закупился камерой, микрофоном, разобрался, какая техника тебе по карману и что лучше. Еще оказалось, что тебе нужен хороший свет в домашних условиях, и на него тоже нужны деньги. И вот твой дом уже завален всякой техникой, у тебя появляется энтузиазм на великие дела, но опять ты понимаешь, что то, что ты приобрел, не соответствует твоим ожиданиям. Понимаешь, что и у него есть минусы, а на более дорогое оборудование у тебя уже нет ни сил, ни денег. И тут до тебя доходит, что все это не очень было важным, потому что ты уже потратился на это все, а с контентом, который тебе снимать, ты еще не разобрался. И нет ни удовольствия, ни дохода в целом. Тогда ты узнаешь, что тебе нужно прописывать сценарий для своего видео, а литературных навыков и талантов не обнаружено. Ораторское искусство отдыхает вместе с литературным талантом. Понимаю, что тебе детально надо разобраться, как привлечь аудиторию, и вот, как тебе кажется, ты уже на заключительном этапе изучил все возможные вопросы, подготовился, и ты понимаешь, что опять не знаешь одной вещи. Речь идет о том, как выкладывать, оформлять, подать правильно видео, какие лучше теги выбрать и в целом как справляться с платформой YouTube. Разобрался уже, немного спешишь выложить свой шедевр. Сидишь с нетерпением, ждешь результата. В первый день у тебя 2 просмотра, во второй день у тебя 3 просмотра. Неделя еле до 50 дотягивает. Из этих 50 25 благодаря твоей маме с бабушкой и прабабушкой. Все, руки опустились, все это время ты потратил напрасно, ушел в депрессию, потом снова пытаешься что-то сделать, опять депрессия, и так много раз. Вывод, к которому приходят многие успешные блогеры: оставьте свой перфекционизм при себе. Мы же не нейрохирурги или специалисты в области ядерной физики. В нашем случае все приходит с опытом. В этом видео я очень поверхностно описал трудности, с которыми мы имеем дело. В следующем хотелось бы поговорить более детально
об одном из пунктов, озвученных сегодня. Давайте вместе разбираться поэтапно. Если вас заинтересовала тема и дальнейшее ее развитие, подписывайтесь на мой канал. Я буду выпускать видео каждый понедельник. Надеюсь, до этого мы обсудим все детали в комментариях. Всем удачи, до встречи через неделю.